Смарт-часы с водонепроницаемостью стандарта IP68, AMOLED-экраном с диагональю на 1,43 дюйма, поддержка технологии AODA, более 100 вариантов циферблатов, 70 видов тренировок, функция автоматического распознавания активности, мониторингом пульса и SPO2 в автоматическом режиме. Временем автономная работа до 10 суток на одном заряде аккумулятора в интенсивном сценарии использования. И как всегда обо всем этом, и не только сообщает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием MAS X MOS 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам как всегда расскажу. Распаковка. Поставляются MAS X MOS 2 в черной упаковке из плотного картона. На ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковка стандартная для данного бренда, упаковка неплохая. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый чехол, зарядное устройство с 2 пинами и краткое руководство. Весят смарт-часы со стоковым ремешком немного, все видите на экране, и ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. 11 числа я буду для вас переводить презентацию ПОКО, заодно разыграю за 2 месяца уже 10 Mi Band и, возможно, еще iPhone, если мы это дело набили. Условия в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме или раз в 2 месяца. Перейдем к смарт-часам. MAS MOS 2 поставляется в черно-зеленой, черно-красной и песочной расцветке. Смарт-часы выглядят интересные, но при этом сразу ощущается дешевизна материалов. Корпус смарт-часов выполнен из матового пластика. Безель металлический, как и кнопки. Собраны смарт-часы, учитывая стоимость, неплохо, но кнопки имеют заметный люфт. Ремешок быстросъемный со стандартным креплением и металлической застежкой. Качество ремешка не лучшее, что я встречал. Запястье под ремешком потеет и слегка натирает, поэтому советую его сразу же заменить на более тактильно приятный ремешок. При носке смарт-часы ощущаются и спать в них некомфортно. Далее на корпусе смарт-часов расположили контакты для зарядки, динамики, микрофон и датчики мониторинга здоровья. А на правом торце находятся 3 механические кнопки. Верхняя кнопка отвечает за отключение и выключение экрана, возврат, а зажатием можно перезагрузить или выключить устройство. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам и совершение экстренного вызова. Кнопка колесика отвечает же за передвижение по интерфейсу и смену циферблатов. Она не нажимается, что странно, но вот так. Минус за то, что нет возможности перейти в меню с кнопки и нельзя переназначить команды. Летим дальше. Смарт-часы оснащены AMOLED-экраном на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Экран слегка утоплен, рамка спрятана под безель. Изображение четкое с приятной цветопередачей. Плотность пикселей 391 ppi, что прям круто для смарт-часов. Но по факту это не столь важно, так как скроллинг неплавный, ко всему анимации по минимуму. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт читабельный, но перевод некорректный. Система работает довольно плохо. Разумеется, пользоваться смарт-часами в целом можно, но удобства в этом деле мало. Яркость до 1000 нит, по моим замерам на 100% яркости экран выдает 870 люксов. Яркости экрана хватает для использования даже на улице в солнечный день, но запаса яркости нет. Автоматической яркости не завезли, автовыключение экрана максимум до 60 секунд. Данная модель поддерживает Always On Display, а AOD простой, но хорошо, что он есть. Доступно 2 стиля AOD, это цифровой, аналоговый, его можно выбрать в настройках как один из 3 стилей отображения в меню. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает неплохо, но не всегда. Включить экран тапом нельзя, как и нельзя выключить его, накрыв ладонью. С главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть регулировка яркости, переход к настройкам, изменение стиля меню и не только. Снизу вверх это уведомления, слева направо меню, а свайп справа налево виджеты, которые можно персонализировать, разумеется, под себя, но вот сортировать меню, к сожалению, нельзя. В меню находится активность, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне, тренировки, погода, уведомления, поиск телефона, фонарик, калькулятор, экстренный вызов, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер и таймер. В фоновом режиме работает только таймер. Многозадачность урезанная. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, предоставили музыкальный плеер. Загрузить что-либо на смарт-часы, разумеется, возможности нет. Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки также имеется. В настройках также можно настроить режим «Не беспокоить», настроить громкость звука и силу вибрации. Вибромотор мощный, но очень топорный. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2. Подключить внешние Bluetooth-устройства возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. NFC-модулей GPS-позиционирования также нет. Спортивных режимов на борту достаточно. Плюс есть отслеживание плавания и автоматическое распознавание активности. Но распознавание работает некорректно, как слово и шагомер. Настроек для тренировок нет. Тренировки не работают в фоновом режиме, но во время тренировки можно пользоваться плеером. Далее, смарт-часы могут измерять пульс и SPO2 в автоматическом режиме. Вручную измерять также можно. Плюс есть функция для измерения массы тела, а для кислорода в крови можно настроить интервальность замеров. Результаты
Результаты измерения далеки от правды, опираться на полученные цифры в результате измерений, используя данную модель, я бы не стал. Мониторинг сна плохо фиксирует отход ко сну и пробуждение, про фазы сна можно сказать то же самое. В приложении можно настроить различные напоминания, а в меню на смарт-часах из полезного есть дыхательные тренировки, графики на смарт-часах отображаются, но информации в них мало. Далее в меню МОЗ 2 можно найти недавние вызовы, набор номера и избранные контакты, которые можно добавить до 70 штук через приложение. Звонить со смарт-часов можно. Для того, чтобы собеседник расслышал речь, необходимо повышать голос и близко держать смарт-часы к источнику звука, то есть рядом с вашим ртом. Динамик громкий, но качество звучания могло бы быть и лучше. Уведомления приходят практически моментально, иконки отображаются, но смайлики нет. Отвечать на звонки быстрыми ответами можно, что удобно, но вот на уведомления отвечать нельзя. Длинные тексты в уведомлениях приходится дочитывать на смартфоне, фото, разумеется, не отображаются. Далее, емкость аккумулятора 420 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут, режим экономии энергии на борту, время автономной работы в стандартном сценарии использования с периодичными Bluetooth-вызовами по моим тестам 7 суток, а производитель заявляет 10 суток при интенсивном сценарии использования. С включенным AOD, разумеется, время автономной работы становится меньше. Далее, водонепроницаемость IP68, конечно же, я протестировал данную модель на водонепроницаемость, окунув их в воду. Вода на них никак не повлияла, но купаться в соленой воде или ходить с ними в баню я не советую. Летим дальше. МОЗ 2 работают в паре с приложением Glory Fit. Приложение переведено на русский язык, интерфейс не совсем удобный. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья вкладка — это подключенное устройство и последняя вкладка — профиль. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора смарт-часов, но не в процентах, небольшой магазин с циферблатами, установить любую фотографию на заставку можно, самих циферблатов достаточно, но вот годных не особо много. Помимо перечисленного также есть возможность настроить уведомления, настроить мониторинг здоровья, воспользоваться поиском смарт-часов и обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали. Минусы: нет возможности настроить команды на кнопках, нет автоматической регулировки яркости, ПО работает плохо, нет GPS, динамика, микрофоны хорошим качеством не отличаются, некорректный мониторинг здоровья, да и в целом минусы можно долго перечислять. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Приходите 11 числа на стрим, пообщаемся, обсудим новинки Poco, которые я уже все потестировал только под названием Redmi. Резюмирую, Maz X МОЗ 2, как по мне, не лучший выбор, учитывая стоимость, так как ПО оставляет желать лучшего. Экран может быть и хороший, но частота обновления экрана, скроллинг, работа системы далеки от того, что можно назвать приемлемой работой устройства. Но опять же, тут необходимо учитывать, что вам нужно. Я бы скорее взял последние Mi Band вместо всех смарт-часов, которые обозревают до 3000 рублей. За 5000 рублей я бы часы от Nothing купил бы, CMF. Вы их видели на канале. И русский там появился, вопреки общественному хейту. Поэтому от меня девайсу максимально скромное «да». Поиграться можно, но альтернатив море. Огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.